Как зовут? Я собственноручно хочу записаться в Лигу. Пожалуйста. И в вашу книгу, если позволите. Хорошо. Сударь, у вас превосходный почерк. Я тоже так думаю. Скажите, а третьей книги у вас нет? Третий? Третий нет. Жаль. Ну что, сын мой, ты все-таки пришел? Какой пыл. Каким теплом охвачена нынче наша религия на улицах моего доброго города. Да. Особенно жарко теперь приходится еретикам. А тебе известно, что тебя принимают за еретика? А что это за крики? Эти крики, они доказывают, что каждый хорош на своем месте. Герцог Дегис на улице, а вы, мой друг, в Лувре. Идите в Лувр. Я вас провожу, хотите? А ты пойдешь с нами? Нет, мне очень любопытно досмотреть этот спектакль до конца. Ну вот и оставайся. Давайте я вас провожу все-таки. Господин граф. Господин граф. Вы не спите, господин граф? Его высочество герцог Анжуйский. Пусть войдет. Но почему мне никто до сих пор не сказал, что Бюсси болен? Господа, подождите меня здесь. Бюсси. Бюсси, что с тобой? Ты так тяжело болен, что не можешь мне ответить?
Я действительно очень болен. Монсеньор. Здесь слишком темно. Это должно наводить на тебя тоску. Кстати, а почему к тебе не позвали Мирона? Лекарь короля не слишком хорош для Бюсси. Да поговори же ты со мной, а? О чем? У тебя какое-нибудь горе? Ты сердишься на меня? Сержусь. За что? К тому же на принцев не сердится, монсеньор. Какой в этом прок? Однако мы даром теряем время. Я вам нужен, не так ли? Конечно, я вам нужен. Вы что ж думаете, я поверю, будто вы пришли навестить меня из дружбы? Что ты себе позволяешь, Бюсси? Что вам нужно, монсеньор? Ближе к делу. Мне от тебя ничего не нужно. Да. Напрасно. Напрасно ты думаешь, что я пришел с каким-то расчетом. Я просто хотел предложить тебе прогуляться по городу. Ведь погода такая чудесная. И весь Париж взволнован тем, что идет запись в члены лиги. В городе опасно, и вам нужна моя шпага, монсеньор. Но с вами еще дюжина дворян. А разве у вас нет Арелии? Ах да, он вас выполняет несколько иные обязанности. Постойте, туда нельзя. Мне можно. Кто там? Кто смеет без предупреждения входить в комнату, где нахожусь я? Это я, Реми. Проходи, Реми. Я лекарь господина графа. Реми больше, чем мой лекарь. Монсеньор, ты слышал желание его высочества? Да, но Что но? вы, господин граф, не будете сопровождать его высочество. Это еще почему? Потому что на улице слишком холодно. И я запретил господину графу выходить. Слишком холодно? Да, слишком. Бюсси, тебе следовало позвать Мирона. Он настоящий врач. А я предпочитаю врача друга, врачу-ученому. Ну что ж, раз прогулка так опасна для вашего здоровья, оставайтесь. Так значит, решено, ты не хочешь рисковать. Но вы же видите, мой лекарь запрещает мне рисковать. В таком случае прощай. Прощайте, монсеньор. А теперь вставайте и как можно скорее. Арвиль, одеваться! Зачем? Чтобы отправиться на прогулку. В комнате слишком жарко. Я убежден, что свежий воздух пойдет вам на пользу. Подожди, Реми, я ничего не понимаю. Прогулка с герцогом Анжуйским была бы для вас опасной. А с вашим лекарем она будет просто целительной. Ты так думаешь? Ну и куда же мы пойдем, господин больше, чем лекарь? О, в один квартал, где, как я выяснил, воздух настоящий бальзам для вашей болезни. Почему спросите вы? Да потому что вы... Огонь с гугенота! Ну вот, Генрих, отсюда наши пути с тобой расходятся. Тебе нужно налево в Лувр, а я пойду... Подожди, кто это?
Это же Гранфло. Проповедник из монастыря Святой Женевьевы, о котором тебе говорили. Чтобы эта винная бочка была фонтаном красноречия. Спрашиваю, что есть наша земля? Отвечаю, наша земля есть юдоль печали и скорби. Потому что человеку, братья, большую часть жизни нечем удалиться. Мертвецкий пьяный. Зачем я пришел сюда? Я пришел посмотреть, что здесь нынче творится. А что здесь нынче творится, братья? Может быть, низвергают Ирода? Заточают в монастырь. Я прикажу его повесить. Невозможно. Шучу. У него нет шеи. Весь наш народ поднялся, встал на защиту. Хоть один гугенотский выродок, не будут католики знать ни минуты покоя. К оружию, католики! Пьяница, иначе он устроит нам вторую Варфоломеевскую ночь. Огонь гугенотов! Бездельник опять исчез. Ну что ж, я возвращаюсь. Пора, государь. Торопитесь, Декано. Я не мог больше слушать, как этот пьяница здесь оскорбляется. Агриппа, ты поступил опрометчиво. Нас могли узнать. И вообще, какого дьявола мы приехали в Париж? Заниматься любовью, мой милый юбочник? Сегодня по вашей вине мы раз 20 чуть не попали в беду. Клянусь честью, дорогой Агриппа, на этот раз никаких интриг, кроме политических. Ну? С ума можно сойти. Вечно к вашему камзолу какая-нибудь юбка пристегнута. Да не ворчи ты, сегодня прекрасный день. Одни парижане ненавидят меня всей душой и убили бы без всякой жалости, а другие помогают мне расчистить дорогу к трону. Где мы находимся? Это улица Ферранри, государь. И здесь пахнет гнилыми овощами. Когда я стану королем, я прикажу воздвигнуть на этом месте памятник. Это прекрасная улица. Именно здесь я почувствовал, что моя цель близка. Это Наварский. Слава Богу. Пришли. Эй, приятель, просыпайся. Государь, наконец-то я так волновался. Скорее садитесь в карету, здесь безопаснее, на улице вас могут узнать. Давай, Тогда дайте мне местечко. сейчас едем. Вы не против, если я сяду рядом? Я жажду этого всей душой. Как я скучала. О, Анри, Париж без вас невыносим, я умираю от тоски. Габриэль, неужели вы скучаете здесь, при дворе, где столько красивых, могущественных мужчин? Вы скучаете по мне в объятиях герцога Анжуйского? Вы же знаете, что все они одинаково безразличны мне. Вы же знаете, как я люблю вас, как я верна вам сердцем. Да, я знаю это, Габриэль. Вы настоящий друг. А я ценю это больше, чем самую пылкую любовь. Государь, одного лишь желает моя душа — увидеть в славе и величии человека, которого я люблю всем сердцем. И ради того, чтобы приблизить этот час, я буду служить герцогу Анжуйскому, как вы того желаете. Милая Габриэль,
Когда осуществятся все мои замыслы, я награжу тебя. Я награжу тебя так, как ты этого заслуживаешь. Агриппа, садись. Садись, поехали. Ну уж нет, вы будете стеснять меня. Тогда закрой дверь, биарнский медведь, и поступай, как знаешь. Давай, трогай. Разойдись в сторону. Невероятный день. Сегодня я уже встретил герцога де Гиза, герцога Майенского, Генриха Валуа и, наконец-то, Генриха Наварского. Генрих Наварский в Париже. Но стоит ли знать об этом моему королю? Вот в чем вопрос. А зачем ему знать? Он как раз по душе мне, этот пиарниц. Вот настоящий претендент на престол. Правда, его заносчивости не хватает только власти, чтобы стать величием. Нет, пожалуй, ничего не скажу. Да и тем более это уже не так важно. В конце концов, в этом королевстве правлю я. Нет, не дает мне покоя этот де Гиз. Вернусь-ка я в путеводную звезду. Куда ты меня ведешь, Реми? Еще чуточку терпения, сударь. Мы уже почти пришли. Посмотрите, какая прелестная улица. Что ты меня дурачишь, Реми? Ты вытащил меня из дома подышать свежим воздухом, а притащил на какую-то окраину. Вы посмотрите, какая церковь, сударь. Какова, а? Как отлично расположена. Фасад выходит на улицу, а за ней сад церковного прихода. Потерпите, потерпите, сударь. Ступайте, сударь, ступайте. Вас ждут в церковном садике. Господин граф, сядьте. Я прошу вас, сядьте. Наша встреча не случайность. Это я попросила господина Реми помочь мне увидеться с вами. Я хотела доказать вам, что не отношусь к женщинам с забывчивым сердцем. Я знаю, что вы болели, но я страдала не меньше вашего, потому что господин Реми уверил меня… Что причина моих страданий – ваша забывчивость. Это правда. Вы меня простите, сударыня, но вы так не похожи на всех остальных женщин. И тем не менее,
Поступайте, как самые обычные из них. Это ваше замужество, сударыня. Этот брак. Но вы же знаете, как меня к нему принудили. Знаю. Но вы легко могли его разорвать. Неужели вы не чувствовали, что рядом с вами находится человек, который так предан вам? Но, сударь, женщина не может, не запятнав при этом свою честь, изменить фамилию, которую она приняла перед Богом. О, я понимаю. Но я знаю одно. Вы предпочли Монсоро, стали его женой и носите его фамилию. Вот как вы думаете. Ну что ж, тем лучше. Значит, это судьба. Судьба. Вот я и стал тем, кем был. Чужим для вас человеком. Впрочем, я и не мог рассчитывать ни на что другое после того приема, который вы мне оказали в Лувре, сударыня. Вы меня даже не замечали. Вы не удостоили меня даже взглядом. Но я ничего не могла поделать. Рядом со мной был господин де Монсоро. Он очень ревнует. Да если вы знали, во что превратилась моя жизнь после того, как ваш брак признан при дворе. Я знаю. И я страдала не меньше, чем вы. Я боялась, что ваша болезнь помешает нам увидеться. Дело в том, что мой муж, ревнуя к человеку, которого мы знаем, требует, чтобы я покинула Париж. И сегодня наша встреча последняя. Завтра я уезжаю в Меридор. Вы уезжаете? У меня нет другого выхода. Отец едет со мной. Прощайте, господин де Бюсси. Значит, для меня все кончено. Зачем вы так говорите? Зачем я так говорю? Я так говорю, сударыня, потому что человеку, который отправляет вас в изгнание, человеку, который лишает меня возможности, последней надежды дышать с вами одним воздухом, видеть вашу тень за занавеской, касаться мимоходом вашего платья и, наконец, боготворить живое существо, понимаете, живое, а не тень. Этому человеку, оказывается, недостаточно того, что вы его жена. Вы самый целомудренный из всех Божьих творений, живущих на земле, он еще ревнует. Он же вас еще ревнует! Успокойтесь. Успокойтесь, господин де Бюсси. Быть может, он не так уж виноват. Если б вы знали... Если б я знал, сударыня, я знаю одно, что мужу, у которого такая жена, не должно быть дела ни до чего на свете. Вот как. Ну что, если вы ошибаетесь? Господин де Монсоро мне не муж. Поверьте, я люблю вас, я не могу без вас жить. Граф, поймите, нас могут Нет, я вас не увидеть. отпущу, Диана, я люблю вас. Скажите только одно, я могу надеяться.
Мы с Панургом, нет, с моим другом, ты наливай пока, наливай. Мы должны были исповедовать одного... Я продолжай. Я захожу к этому и говорю, ты покайся. Ты безопаснейший приспешник ереси. Я говорю, отдай мне эти... Я говорю, отдай мне змей, эти гугенотские грамоты, что лежат у тебя под матрацем. Он тебе их отдал? Нет. Так-то или нет? Он отдал, но не мне. А кому? Он отдал их моему другу. Правда, перед этим ему, моему другу, пришлось воткнуть в глотку этому гугеноту шпагу. Как зовут твоего друга? Простите, вы кого имеете в виду? Как его зовут? Как зовут твоего друга? Ну, Леш, скажу. На, подавись, скотина. Больше так не скажу. Пистолная почка. Как зовут твоего друга? Говори, иначе я распутаю жирное пузо. Дай допить. Имя! Пожар! Люди, пожар! Спасать! По-прежнему готов закушенный вина продать своего господина, продать своего друга. Сыко, мне больно. Больно, скотина? Я набиваю твое брюхо, твой кошелек, а ты передаешь своего господина. Сыко, ты несправедлив ко мне. Я несправедлив. Ты выбалтываешь мои секреты и говоришь, что я несправедлив к тебе. Вы пользуетесь тем, что я немножечко нетрезвый. Что? Скотина. А что иначе ты бы отлупил меня, своего друга? Ну какой ты мне друг, когда ты меня всего избил? Какой ты мне друг? А что, прикажешь целовать тебя? Уж лучше так. Сволочь. Поехали. Как я поеду, когда слезы застилают мне глаза? Чего? Я не вижу ничего. Зато я вижу. А я не вижу и слышу хуже. Помолчи. Что это? Что случилось с нашим бедным? Нашему другу пора отдохнуть. Ну-ка, живо? Аккуратнее. Идите. Случилась страшная беда. Наш друг поссорился с посланцем герцога де Гиза и, кажется, его убил. Вот так вот. Боже. Герцог де Гиз поклялся, не будь он герцогом, если не колесует его заживо. Что же теперь делать? Во-первых, пусть проспится. Я хочу, чтобы он не знал, как мы оказались здесь. Пусть вообще думает, что он отсюда не выходил с той ночи, когда якобы произнес речь в аббатстве. Не волнуйтесь, господин Шипко. Он выйдет отсюда ровно через 2 дня. Вы, как всегда, правильно меня поняли. Благодарю вас. Скажи, Реми, а тебе не показался знакомым тот самый дворянин, которого окунули в чан с синей краской на улице Кокияр? Нет. Он уже был основательно синий. Ну, в любом случае, мне следовало бы ему помочь. Но я был занят своими мыслями. Вы знаете, мне показалось, что он как-то злобно на нас таращился и грозил кулаком. Ты в этом уверен? Нет, ну то, что таращился, я головой ручаюсь, а угрожал кулаком, не уверен. Все равно надо узнать, кто этот господин. Я не прощаю подобных оскорблений, господин лекарь. Боже, я знаю, кто это. Я слышал, как он ругался. Черт возьми, да каждый бы ругался в подобном положении. Да, но он ругался. По-немецки. Шамберг. Да, он самый. Ну, Реми, готовь свои мази. Зачем? Да потому что в скором времени вам придется штопать либо мою шкуру, либо его. Господин граф,
вы не будете настолько безумны, чтобы позволить убить себя сейчас, когда вы, наконец, здоровы и счастливы. Ахрами, ты не представляешь, какое наслаждение рисковать жизнью, когда ты счастлив. Я вас понимаю. И тем не менее, вам придется отказаться от этого удовольствия, господин граф. Одна прекрасная дама поручила вас моим заботам и вынудила поклясться, что я сохраню вас живым и здоровым. Кстати, господин граф, счастье вам только померещилось, потому что ваше счастье уезжает в Анжу. Итак, господин граф, когда едем мы? Не так скоро, как мне хотелось бы, мэтр Реми. Наш дорогой принц ввязался в такие дела, что, мне кажется, я ему очень скоро понадоблюсь. Я не разбираюсь в политике, господин граф, но я знаю, что когда вы тряслись от лихорадки у себя в постели, он спокойно прогуливался под окнами вашей дамы, словно влюбленный испанец. И был опознан Мансаро, чему я очень рад. Почему? Потому что это отводит подозрения от вас. Мой любезный господин, я берусь штопать дыры от ударов шпагой, которые вы получили в поединках. Но я отказываюсь иметь дело с кинжальными ранами, нанесенными из-за угла ревнивыми мужьями. Ведь в подобных случаях они ведут себя, как настоящие скоты. Нет, я знаю свой народ. Мои добрые парижане, задиры, насмешники. Но они не способны на кровопролитие. Конечно, если их не подтолкнет к этому какой-нибудь негодяй или враг. Нарцисс, умница. Ну что ты? А враги действуют. Заговор ширится. Государь, как же может быть государство без заговоров? Кровь Христова. Чем же будут заниматься братья короля, кузены короля, если перестанут устраивать заговоры? Нет, Келюс. Когда я слушаю ваши рассуждения, вижу ваши надутые щеки, я начинаю понимать, что вы разбираетесь в политике чуть лучше ярмарочного комедианта. Не смешно, государь. Ну скажи, Мажерон, я прав или нет? Только не надо убаюкивать меня бессмысленными истинами. Будто я торговец шерстью, который боится потерять своего любимого кота. Ваше Величество, вот перед вами нарцисс. Хорошая собака. Но попробуйте дернуть его за уши, он зарычит. А наступите-ка ему на лапу, он укусит. Ну-ну, нарцисс. Прекрасно. Этот сравнивает меня с собакой. Даже совсем наоборот, государь. Я ставлю нарцисса выше вас, потому что пес умеет защитить себя, а вы, Ваше Величество, нет. Вот я и остался один. Оскорбляйте меня, унижайте меня, покидайте и убивайте меня. И это друзья, из-за которых меня упрекают, что я пускаю по ветру свое королевство. Шико, мой верный Шико, где ты? Прекрасно. Только этого нам не хватало. Вполне понятно. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Болтун. Господи Иисусе. Что с тобой? Государь, поглядите на меня. Вот как обходится с друзьями Вашего Величества. Кто с тобой так обошелся? Ваш народ. Клянусь смертью Христовой. Вернее, народ герцога Анжуйского.
Этот народ кричал: да здравствует Лига, да здравствует Месса, да здравствует Дегис, да здравствует Франсуа. В общем, да здравствуют все, кроме короля. Что же ты сделал народу, что он с тобой так обошелся? Да ровным счетом ничего. Что может сделать народу один человек? Народ признал во мне друга вашего величества, и этого было ему достаточно. А Шомберг? Что Шомберг? Он не пришел к тебе на помощь? Он не пришел тебя защитить? Клянусь, у Шомберга и без меня забот хватало. Он сорвал чепец жены красильщика и попался в руки ее мужа. И 5 его подмастерий. Проклятье! Я сам приду к нему на помощь. Пускай друзья покидают меня, но никто не упрекнет меня в том, что я покидаю своих друзей. Благодарю вас, государь. Не надо. Я справился с ними сам. Шомберг, что с тобой? Почему ты такого цвета? Они окунули меня в чан с индиго. Как? Подумаешь, какое событие. Ущипнули его жену. Другой был бы счастлив. Нет. Все произошло в 1 секунду. Я дрался как лев. Но они меня схватили, подняли, окунули в чан и чуть не утопили. И сами себя наказали, потому что индиго нынче в цене, а он впитал в себя краски не менее чем на 20 IQ. Смейся, смейся, Келюс. Хотел бы я посмотреть на тебя на моем месте. Ну хорошо, как ты от них вырвался? У меня хватило смелости решиться на трусливый поступок, государь. Что же ты сделал? Я крикнул: да здравствует Лига. И все? Нет, к этому они меня заставили добавить: да здравствует герцог Анжуйский. Но и это еще не все, государь. В тот самый момент, когда я кричал: да здравствует герцог Анжуйский, мимо прошел Бюсси. Этот проклятый Бюсси. Он слышал и видел, как я славил его господина. Я думаю, что, скорее всего, он просто не понял, что происходит. Да, черт возьми, как трудно было понять, что происходит. И он не пришел к тебе на выручку? Однако это долг дворянина по отношению к другому дворянину. Но, впрочем, он мог тебя не узнать, ведь ты уже был синий. Ну, синий. О, тогда его поведение простительно. По правде сказать, мой бедный Шомберг, я и сам тебя с трудом узнаю. Ничего, ничего. Мы с ним еще встретимся в другой день и в другой час, когда я не буду торчать в чане. Что касается меня, то я обижен не на слугу, а на хозяина. И хотел бы встретиться не с Бюсси, а с монсеньором герцогом Анжуйским. Да-да-да, государь, это герцогу Анжуйскому пели хвалы на улицах. И вы сами их слышали, государь? Да, по правде говоря, сегодня хозяин Парижа герцог Анжуйский, а не король. Вы попробуйте выйти из Лувра, государь, и увидите, отнесутся ли к вам с большим почтением, чем к нам. Почему вы не примете никаких мер против вашего брата? Я заявляю, что для меня совершенно ясно, ваш брат стоит во главе какого-то заговора. Государь, завтра в Лувр явится господин Дегис. Завтра он потребует, чтобы вы назначили главу Лиги. Завтра вы назовете имя герцога Анжуйского, как вы обещали это сделать. Лишь только герцог Анжуйский окажется во главе Лиги, то есть во главе 100 000 парижан, распаленных бесчинствами сегодняшнего вечера, вы полностью окажетесь в его руках, государь.
Ну а если я приму решение? Вы согласны меня поддержать? Да, государь. Но сначала, государь, позвольте мне переодеться. А мне, государь, для начала позвольте помыться. Ступайте. Ваше Величество, значит, мы можем надеяться, что это оскорбление не останется неотмщенным. Келюс, узнайте, вернулся ли в Лувр герцог Анжуйский? Значит, Ваше Величество решились? Скоро увидите. Депернон, пойдите смените ваше платье. Шомберг, смените ваш цвет. Мажерон. Да, сир. Прикажите запереть все ворота Лувра. Слушаюсь, государь. Ступайте. Да здравствует король! Да здравствует король! Прекрасно, государь. Аминь. Простите, Ваше Величество. Государь, герцог в Лувре. Кто с ним? Господин де Монсоро. А господин де Бюсси? Господина де Бюсси с ним нет. Отлично. Шомберг и Депернон уже привели себя в порядок? Да, государь. Скажите господину де Монсоро, что я желаю с ним говорить. Господин де Келюс уведомил меня, что вы призываете меня к себе, Ваше Величество. Да, сударь. Прогуливаясь сегодня вечером, я подумал, что завтра мы могли бы отменно поохотиться. Так что отправляйтесь тотчас в Винсен и прикажите выставить для меня лань, а завтра мы ее затравим. Я полагал, что завтра вы удостоите аудиенции монсеньора Анжуйского и герцога де Гиза, для того, чтобы выбрать, вернее, назначить главу Лиги. Ну и что из того, сударь? Вам может не достать времени. Тот, кто правильно употребляет время, никогда не ощущает в нем недостатка. Отправляйтесь немедленно. Сегодня ночью у вас будет время выставить лань. Шомберг, Келюс, прикажите от моего имени открыть ворота Лувра для господина главного ловчего. И от имени короля запереть их, когда он уедет. Это что же, прихоть короля? Да. Но в таком случае я должен непременно предупредить монсеньора герцога Анжуйского о своем отъезде. Мы сообщим герцогу. Не тратьте на это драгоценное время, господин главный ловчий. Король приказал выехать немедленно. Мажерон, зажгите фонарь. Келюс еще не пришел? Мы здесь, Ваше Величество. Все в порядке? Да, государь. Правда, главный ловчий несколько неохотно покидал Лувр. Следуйте за мной.
Пройдемте, государь. Кто дойдет, узнает. И ни звука. Будьте начеку. Что это значит? О, государь. Побудьте с ним, Депернон.